на оживленных улицах маленького городка. Бродячий пес по кличке Бадди стал местной легендой из-за своей необычной привычки. Каждый день Бадди обязательно подбегал к магазинчику мистера Дженкинса на углу, бережно держа в зубах хрустящий листик. Горожане с изумлением наблюдали, как он дарит его мистеру Дженкинсу, выжидательно виляя хвостом. Мистер Дженкинс, всегда слишком занятый, чтобы обращать на это внимание, прогонял Бадди прочь, озадаченный действиями пса, но не придавая этому особого значения. Только после случайного разговора с клиентом мистер Дженкинс понял трогательную причину ежедневных предложений Бадди. Однажды, когда Бадди зашел в магазин мистера Дженкинса, покупатель, который как раз стоял у кассы и расплачивался за продукты, рассмеялся, увидев собаку, держащую в зубах лист. Он что-то пробормотал и повернулся к мистеру Дженкинсу, чтобы расплатиться, но владелец магазина уставился на него широко раскрытыми глазами. «Что вы только что сказали?» – спросил он покупателя. Покупатель ответил, что слышал, что эта собака посещала и другие магазины по соседству, и люди говорили, что она пыталась обменять лист на какую-нибудь еду. К сожалению, никто из владельцев магазинов никогда не кормил его, так как дела в последнее время шли неважно, и пес всегда уходил голодным. Это заставило мистера Дженкинса задуматься, и он решил побольше узнать об этой собаке. До сих пор он вообще не задумывался об этом, но теперь он был полон решимости узнать его историю, и, сделав это, он узнал бы шокирующую правду. Зачем Бадди приносил лист в магазины в городе? Что он хотел и откуда взялся? И что бы сделал мистер Дженкинс, узнав правду? Мистер Дженкинс уже прогнал Бадди, когда клиент рассказал ему все это, и он немного пожалел об этом. Он понял, что был настолько поглощен своей работой, что даже не задумывался о том, чего хочет эта бедная собака. Он предположил, что она действительно голодна и ищет еду, как и сказал заказчик. Но вскоре он узнает, что происходит на самом деле. После того, как покупатель расплатился и вышел из магазина, мистер Дженкинс оказался перед полками с кормом для животных. Он выбрал несколько банок собачьего корма и пару печений и поставил их за прилавок. Когда Бадди придет завтра, он даст ему немного еды. Он чувствовал себя виноватым, что не подумал об этом раньше, но лучше поздно, чем никогда, сказал он себе. На следующий день мистер Дженкинс открыл свой магазин и приветствовал всех покупателей своими обычными счастливыми улыбками и громкими приветствиями. Это был очень напряженный день, и он вроде как забыл о Бадди и обо всем этом хаосе. Однако его уши тут же застрились, когда он услышал, как кто-то сказал: «А, вот и снова он». «И привет, Бадди». Мистер Дженкинс взглянул на входную дверь своего магазина и обрадовался, увидев, что Бадди вернулся. Пес медленно вошел в магазин, низко опустив голову, чуть ли не над землей. Как обычно, в руках у него был лист. Маленькая девочка подбежала к нему и погладила, прежде чем мама оттащила ее в сторону и сказала: «Как только мы вернемся домой, ты вымоешь эти грязные ручки». В магазине случайно оказались несколько постоянных покупателей мистера Дженкинса, и они знали, что он всегда прогонял собаку прочь. Поэтому они тихо прошептали, что тебе лучше уйти, пока босс не увидел тебя, приятель. Однако на этот раз реакция мистера Дженкинса удивила их. «Нет, все в порядке, впусти его, пожалуйста», — сказал он с широкой улыбкой. Покупатели такого не ожидали и расступились перед Бадди, чтобы пропустить его в магазин. Мистер Дженкинс стоял за прилавком, но все же направился к Бадди. Как только собака увидела его, она остановилась и обернулась. Она привыкла к тому, что мистер Дженкинс прогонял ее всякий раз, когда тот приближался к ней. Однако на этот раз у него были другие намерения. Как только мистер Дженкинс увидел, что пес поворачивается, чтобы уйти, он остановился и присел на корточки, ставя на пол еду, которую он выбрал накануне. «Держи, приятель. Ты, должно быть, проголодалась», — сказал он мягким голосом, совсем не похожим на тот, которым он обычно разговаривал с собакой, и отступил назад. Сначала Бадди подошел к еде с опаской, но потом наклонился и понюхал ее, поняв, что это безопасно, и начал есть,
слегка виляя хвостом, пока поглощал еду. Посетители магазина, собравшиеся вокруг, с теплыми улыбками наблюдали за тем, как Бадди ест. Мистер Дженкинс стоял в стороне, уперев руки в бока, и одобрительно кивал, пока бродячий пес доедал свою порцию. После того, как Бадди дочисто вылизал пол, он присел на задние лапы и огляделся, гадая, что будет дальше. Мистер Дженкинс медленно приблизился, присел на корточки и протянул руку. Бадди осторожно понюхал ее, а затем позволил мистеру Дженкинсу нежно погладить его по шерстке. «Хороший мальчик, Бадди», — пробормотал мистер Дженкинс, почесывая его за ушами. Пес снова завилял хвостом. Довольный, мистер Дженкинс на прощание потрепал Бадди по плечу, и он повернулся, чтобы выйти из магазина. Он оглянулся один раз, прежде чем направиться к двери. Выходя, он радостно завилял хвостом и оглянулся еще раз, прежде чем направиться вниз по улице. Посетители улыбались при виде этого зрелища, а мистер Дженкинс, довольный, помахал ему на прощание. Мистер Дженкинс остался в дверях, провожая взглядом удаляющегося по улице Бадди. Он не мог не испытывать чувства удовлетворения. Его постоянные клиенты все еще возмущались неожиданной переменной в его отношении к собаке. Он надеялся, что с Бадди все будет в порядке, и что бы он ни задумал, это было безопасно и по-доброму. Даже после того, как он попрощался с Бадди, мистер Дженкинс не мог отделаться от мысли о том, куда мог направиться Бадди. Пес приходил в магазин каждый день, но никто не знал, куда он отправлялся. После ухода он надеялся когда-нибудь выяснить, куда направляется Бадди. Он вернулся в магазин, вытер руки о фартук и поздоровался со следующим покупателем. На следующее утро Бадди вернулся в магазин с новыми силами. Мистер Дженкинс уже ждал его, присев на корточки и предложив ему еще еды. Бадди с благодарностью поел, а пара покупателей с нежными улыбками наблюдали за ним. Мистер Дженкинс потрепал Бадди по голове, и тот в знак признательности завилял хвостом, прежде чем снова покинуть магазин. Визиты Бадди стали регулярными, как по маслу, каждое утро в час открытия. У мистера Дженкинса всегда была наготове еда, и покупатели привыкли видеть Бадди в магазине. Некоторые из них даже приносили дополнительные закуски для собаки. Бадди, казалось, наслаждался всеобщим вниманием, он вилял хвостом, когда дружелюбные посетители похлопывали его по плечу. Шли дни, и мистер Дженкинс поймал себя на том, что с нетерпением ждет визитов Бадди. Он взял за правило каждый день оставлять для собаки свежую еду. Каждый раз, когда Бадди заходил в магазин, мистер Дженкинс улыбался и тепло приветствовал его. Покупателям, казалось, тоже нравилось общество Бадди, и они часто собирались вокруг, чтобы с веселыми ухмылками наблюдать, как он ест. Люди по соседству начали замечать, что Бадди стал выглядеть лучше. Его шерсть начала блестеть, и он, казалось, прибавил в весе. Прохожие отмечали, как хорошо он выглядит, и даже заходили в магазин, чтобы поделиться хорошими новостями. Мистер Дженкинс испытывал растущее чувство гордости, радуясь тому, что его усилия помогают маленькому псу процветать. Однажды вечером, когда мистер Дженкинс закрывал магазин, он заметил Бадди, который тихо сидел у двери и терпеливо ждал его. Было необычно видеть Бадди в это время дня. Он встал, запер дверь и посмотрел на Бадди, который ответил ему нетерпеливым взглядом. Он стоял у входа в магазин, виляя хвостом в предвкушении, готовый что-то показать. Мистер Дженкинс с любопытством склонил голову набок, заинтригованный внезапной настойчивостью Бадди, и кивнул, решив последовать за ним. Мистер Дженкинс быстро закрыл магазин, дважды проверив, надежно ли заперта дверь. Он оглянулся на Бадди, который терпеливо наблюдал за ним. Когда магазин был закрыт, мистер Дженкинс повернулся к Бадди, заинтригованный тем, что пес задумал. Он никогда раньше не видел пса таким сосредоточенным, и его любопытство узнать, что происходит, только усилилось. Как только мистер Дженкинс вышел из магазина, Бадди двинулся следом. Пес двигался размеренно, время от времени останавливаясь, чтобы убедиться, что мистер Дженкинс следует за ним. Он оборачивался, чтобы посмотреть назад, а затем продолжал идти вперед.
Мистер Дженкинс следовал за ним, и его шаги эхом отдавались от тихой улицы. Бадди, казалось, точно знал, куда идет, целеустремленно двигаясь по городу. Любопытство мистера Дженкинса достигло предела, и он не отставал от бодрого шага Бадди, решив выяснить, куда направляется пес. Он не планировал ночное приключение, но настойчивость Бадди заставила его последовать за ним. Они миновали несколько домов и тихий парк и направились к окраине города. Пес шел впереди с непоколебимой решимостью, насторожив уши. Бадди повел мистера Дженкинса к опушке ближайшего леса. Солнце уже почти село, и лес выглядел темнее и внушительнее, чем обычно. Мистер Дженкинс нерешительно огляделся по сторонам, прежде чем шагнуть вперед и последовать за Бадди в гущу деревьев. Пес продолжал двигаться вперед, едва сбавляя скорость, чтобы ориентироваться по тропинке. Мистер Дженкинс, однако, обнаружил, что ступает осторожно. По мере того, как мистер Дженкинс и Бадди углублялись в лес, тропинка становилась все уже, а деревья все выше. Кроны деревьев над головой не пропускали оставшийся свет, отчего вокруг было темнее. Ветви переплетались над головой, а подлесок вдоль тропы становился гуще. Мистер Дженкинс двигался осторожно, его шаги отдавались тихим эхом. Бадди уверенно шел впереди, его силуэт был едва различим в тусклом свете. Бадди легко бежал по лесу, насторожив уши и прислушиваясь к знакомым звукам. Тропинка петляла, но Бадди не сбивался с пути. Мистер Дженкинс старался не отставать, переступая через корни и ныряя под низкие ветки. Он восхищался чувством направления у пса, впечатленный тем, как уверенно Бадди прокладывал путь вглубь леса. С каждым шагом, углубляясь в лес, мистер Дженкинс становился все более заинтригованным. Он недоумевал, зачем Бадди завел его так далеко в лес. Что эта собака пыталась ему показать? Воздух стал прохладнее, а тени становились длиннее по мере того, как они продвигались дальше. Несмотря на любопытство, мистер Дженкинс почувствовал, как его охватывает беспокойство, но он продолжал двигаться. Лес казался огромным и зловещим, и мистер Дженкинс начал сомневаться в своем решении последовать за бродячим псом. Он ненадолго остановился, наблюдая, как Бадди исчезает в темноте. Однако непоколебимая решимость пса побудила его продолжить путь. «Ты!» Мистер Дженкинс глубоко вздохнул и двинулся дальше, надеясь, что его доверие к Бадди будет вознаграждено, когда они пойдут дальше. Бадди вдруг заскулил и пошел быстрее, с удвоенной настойчивостью лавируя между деревьями. Он навострил уши и бросился вперед, в тусклом свете его путь был почти невидим для мистера Дженкинса. Лапы бродяги хрустели по сухим листьям, и этот звук эхом разносился по безмолвному лесу. Мистер Дженкинс глубоко вздохнул и ускорил шаг, чтобы не отстать. Мистер Дженкинс поспешил вперед, стараясь не отставать от Бадди. Он продирался сквозь кусты и перепрыгивал через корни, полной решимости не терять собаку из виду. С каждым шагом лес становился все темнее и гнетуще, но он продолжал идти, не сводя глаз с хвоста Бадди, который едва виднелся сквозь подлесок. Он понятия не имел, что их ждет. Казалось, что лес тянется бесконечно, по мере того, как мистер Дженкинс и Бадди углублялись в него. Звуки города стихли, остались только шелест листьев и отдаленные птичьи крики. Мистер Дженкинс почувствовал, что Бадди торопится, и доверился инстинктам пса. Его шаги ускорились, когда он двинулся дальше, решив выяснить, куда его ведет Бадди. По мере того, как они углублялись в лес, слабые звуки города полностью стихали. Тишину нарушали только случайный шелест листьев и их шаги. Мистера Дженкинса пробрал озноб, но он решительно последовал за Бадди. Чем дальше они шли, тем больше ему становилось любопытно, что могло гнать собаку через лес так поздно ночью. В сумрачном лесу мистер Дженкинс внезапно потерял Бадди из виду. Он остановился, оглядываясь по сторонам, стараясь разглядеть собаку в тени. Он внимательно прислушался, но услышал только легкий ветерок и шелест листьев. Почувствовав укол беспокойства, он подождал, поворачиваясь на месте и осматривая лес в поисках каких-либо признаков движения, надеясь снова увидеть Бадди.
Мистер Дженкинс остановился и прислушался, пытаясь уловить какие-нибудь знакомые звуки. Тихий лай и поскуливание прорезали тишину леса, направляя его к старому сараю, приютившемуся среди деревьев. Он пошел на звук через подлесок, осторожно лавируя среди спутанной листвы. Лай становился громче по мере того, как он приближался к сараю, его обветренные деревянные стены выделялись на фоне темного леса. Сарай выглядел обветшалым, с отсутствующей черепицей и обветшалыми досками. Дверь была слегка приоткрыта, ржавые петли едва удерживали ее на месте. Мистер Дженкинс стоял в нескольких футах от него, замечая разросшуюся растительность вокруг строения. Лай продолжался, он доносился изнутри. Сторона. Он поудобнее перехватил фонарик и осторожно подошел ближе, не зная, что увидит. Мистер Дженкинс приближался к сараю медленными, размеренными шагами, не сводя глаз с темного дверного проема. Лай стал громче, эхом разносился по лесу и возбуждал нервное ожидание. Он осторожно обходил сломанные ветки и камни, осторожно приближаясь к двери. Он оглянулся через плечо, прежде чем подойти к двери, внимательно прислушиваясь к звукам внутри. Сделав глубокий вдох, мистер Дженкинс осторожно толкнул дверь. Дверь заскрипела на ржавых петлях, и слабый лунный свет осветил темное нутро. Он заглянул внутрь, пытаясь разглядеть, что находится за порогом. Лай продолжался, эхом отражаясь от стен сарая. Он шагнул вперед, осветив фонариком загроможденное пространство, в поисках Боди среди теней. Внутри сарая мистер Дженкинс подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Его окружали неясные очертания, остатки старого оборудования и сломанной мебели. Луч его фонарика скользил по грубым деревянным стенам, пока он осматривал комнату, прислушиваясь, нет ли Боди. Собачий лай прекратился, и в тускло освещенном сарае воцарилась зловещая тишина. Внутри царил беспорядок, по углам прятались тени. По всему сараю были в беспорядке сложены горы старых инструментов, сломанной мебели и забытых принадлежностей. Мистер Дженкинс смог различать неясные очертания предметов в тусклом свете. Он медленно поводил фонариком по помещению, пытаясь разобраться в царящем вокруг хаосе. Он напряг слух, пытаясь уловить еще какие-нибудь звуки, издаваемые Боди. Мистер Дженкинс прошел дальше в сарай, и половицы громко заскрипели под его весом. Он вздрогнул, надеясь, что не напугает Боди, и двинулся осторожнее. Доски скрипели, когда он двигался, и его шаги эхом отдавались в замкнутом пространстве. Он осторожно продвигался вперед, пробираясь через лабиринт хлама, освещая фонариком узкую тропинку перед собой. Когда мистер Дженкинс шел по сараю, в воздухе клубилась пыль, и его шаги поднимали частицы, осевшие за долгие годы. Он тихо кашлянул, у него перехватило дыхание от спертого и затхлого воздуха. Фонарик отбрасывал узкий луч света, который прорезал темноту, высвечивая свисающую со стропил паутину и пылинки, лениво кружащиеся в лучах света. Лай Боди эхом отражался от стен, направляя мистера Дженкинса вглубь сарая. Он пошел на звук, огибая груды выброшенных предметов. Голос пса стал громче, побуждая его двигаться дальше. Мистер Дженкинс ступал осторожно, стараясь не споткнуться о разбросанный мусор. Пока он искал источник лая, его фонарик освещал беспорядок. Внутри, в сарае было темно, только фонарик мистера Дженкинса пробивался сквозь тени. Он изо всех сил старался разглядеть что-нибудь получше, луч едва доставал до углов. Он ненадолго остановился, оглядывая комнату в поисках Боди. Он услышал слабый шорох в темноте и двинулся на него, сжимая в руке фонарик. Он осторожно обошел беспорядок, решив найти Боди. Когда глаза мистера Дженкинса привыкли к темноте, он заметил движение в дальнем углу сарая. Он прищурился, пытаясь разглядеть, что там было. Его фонарик высветил неясные очертания хвоста Боди, который мерно вилял. Он осторожно подошел к собаке, его сердце бешено колотилось, когда он подошел ближе, желая увидеть, что привлекло внимание Боди. Боди скребся о что-то, спрятанное под старым брезентом, и отчаянно принюхивался к ткани. Пес тихо заскулил, скребя лапами слои брезента, скрывавшие тайну под ними.
Мистер Дженкинс подошел ближе, пытаясь получше рассмотреть то, что обнаружил пес. Брезент, пыльный и изодранный, был свален в беспорядке в углу сарая. Мистер Дженкинс подошел ближе, любопытство пересилило его первоначальную нерешительность. Он присел на корточки рядом с Бадди, нежно погладил собаку и взялся за край брезента. Он немного поколебался, но настойчивость в движениях Бадди подтолкнула его к действию. Крепко схватив брезент, он быстрым движением откинул его, и у него перехватило дыхание, когда он понял, зачем Бадди привел его сюда. Мистер Дженкинс откинул брезент, открывая причину, по которой Бадди привел его сюда. Зрелище, открывшееся перед ним, застало его врасплох. На мгновение он застыл, наблюдая за происходящим, а Бадди тихо заскулил рядом с ним. Он оглянулся на собаку, испытывая смешанные чувства, прежде чем быстро повернуться и заняться насущной проблемой. Потрясенный своим открытием, мистер Дженкинс поспешно позвонил в полицию. Он нащупал телефон, его пальцы дрожали, когда он набирал номер. Бадди стоял рядом с ним, слегка виляя хвостом, пока мистер Дженкинс сообщал диспетчеру о том, что ему удалось выяснить. Повесив трубку, он глубоко вздохнул, понимая, что ему нужно действовать быстро, чтобы обезопасить место происшествия. Затем мистер Дженкинс побежал обратно в свой магазин, планируя свои дальнейшие действия. Он бежал по лесу, его дыхание было быстрым и неглубоким. Подойдя к магазину, он повозился с ключом и быстро отпер дверь. Оказавшись внутри, он остановился, чтобы собраться с мыслями, решая, что ему нужно взять с собой в сарай, чтобы справиться с ситуацией. Схватив сумку, мистер Дженкинс наполнил ее припасами, которые посчитал необходимыми. Он собрал еду, припасы, бутылки с водой и одеяло и сложил их в сумку. Он еще раз быстро осмотрел магазин, убедившись, что у него есть все необходимое. Удовлетворенный, он перекинул сумку через плечо и запер дверь, собираясь вернуться в сарай и помочь Бадди. Вернувшись в лес, мистер Дженкинс направился обратно к сараю. Он пошел по тропинке, которую выбрал ранее, ориентируясь по узкому лучу своего фонарика. Он двигался быстро, его сердце бешено колотилось, он был сосредоточен на обратном пути. На этот раз лес казался еще темнее, но он продвигался вперед, подгоняемый срочностью предстоящей задачи. Потребовалось время, но мистер Дженкинс снова нашел сарай. Он осторожно приблизился к нему, освещая фонариком выветренные стены. В сарае было тихо, и мистер Дженкинс помедлил у двери, вспоминая, что ждет его внутри. Он глубоко вздохнул, крепче жал фонарик и толкнул дверь, отступая в темноту, чтобы найти Бадди. Бадди ждал, как будто знал, что мистер Дженкинс вернется. Пес сидел в углу и навострил уши, когда хозяин магазина вошел внутрь. Мистер Дженкинс медленно подошел, поставил сумку на землю и достал все необходимое. Он погладил Бадди по голове, поблагодарив пса за терпение, и начал раскладывать принесенное. Мистер Дженкинс разложил одеяло, собачий корм, миску и воду. Он быстро расстелил одеяло на пыльном полу сарая. Он наполнил миску водой, открыл банку с собачьим кормом и поставил ее рядом с Бадди. Пес с готовностью подошел к еде, обнюхал ее, прежде чем наброситься на еду. Мистер Дженкинс кивнул, довольный приготовлениями. Мистер Дженкинс утешал Бадди, который, казалось, обрадовался его возвращению. Он опустился на колени рядом с собакой и нежно почесал ее за ушами. Бадди медленно завилял хвостом, не сводя глаз с мистера Дженкинса. Продавец мягко улыбнулся и ободряюще похлопал Бадди по плечу. Он знал, что пес терпеливо ждал помощи, и именно его преданность привела мистера Дженкинса к этому моменту. Бадди привел мистера Дженкинса к выводку брошенных щенков. Крошечные создания уютно устроились в углу, и их тихое поскуливание эхом разносилось по сараю. При виде этого у мистера Дженкинса защемило сердце. Он подошел ближе и осторожно дотронулся до каждого щенка, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Их глаза едва приоткрылись. Они заерзали в ответ на его прикосновение, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Он завернул щенков в одеяло, чтобы было теплее.
Мистер Дженкинс осторожно поднял их и уложил на мягкую ткань. Он аккуратно укрыл их, убедившись, что им уютно и безопасно. Бадди стоял рядом, не сводя глаз с мистера Дженкинса, следя за каждым его движением. Щенки завернулись в одеяло, их крошечные фигурки прижались друг к другу в уютном тепле. Затем он напоил щенков и накормил их, позаботившись о том, чтобы им было удобно. Мистер Дженкинс поставил рядом с ними маленькие миски, наполнив одну водой, а другую – кормом для щенков. Он осторожно кормил щенков руками, а их крошечные язычки жадно облизывали воду. Он вытер им рты краем одеяла, убедившись, что они чистые и накормлены. Вскоре прибыли сотрудники службы контроля за животными, вызванные полицией для оказания помощи. Двое полицейских осторожно приблизились к сараю, неся ящики и другое оборудование. Мистер Дженкинс поприветствовал их и объяснил ситуацию, в то время как Бадди наблюдал за ними издалека. Полицейские внимательно выслушали их, кивнув, прежде чем войти внутрь, чтобы оценить состояние щенков. Они осторожно осмотрели помет, отметив их состояние, прежде чем готовиться к транспортировке в безопасное место. Они оценили ситуацию и приготовились доставить щенков в безопасное место. Сотрудники полиции разложили в ящиках мягкие полотенца, готовые перенести щенков в более безопасное место. Они аккуратно переложили щенков из одеяла в ящики, бережно с ними обращаясь. Мистер Дженкинс стоял в стороне, наблюдая за их работой, надеясь на лучшее, пока полицейские закрепляли щенков. Мистер Дженкинс усыновил одного из спасенных щенков, и у них завязалась связь. В приюте он выбрал маленького щенка с блестящими глазами и игривым характером. После заполнения документов он забрал щенка домой. Он целыми днями помогал щенку адаптироваться, чтобы ему было комфортно в новой обстановке. Вскоре щенок освоился в своей новой жизни, находя радость в заботе мистера Дженкинса. Он нашел любящие дома для других щенков, обеспечив им заботу. Он обратился к друзьям и родственникам, рассказав историю щенка. Один за другим щенки находили новые дома, и каждый из них был принят в семьи, готовые позаботиться о нем. Мистер Дженкинс позаботился о том, чтобы усыновители понимали потребности щенка и следил за тем, чтобы они оставались здоровыми, радуясь каждому успеху. Бадди продолжал гулять на свободе, по-прежнему посещая магазины. Он стал привычным явлением в городе, неся свой листок из одного магазина в другой. Община полюбила Бадди, и многие жители по очереди приносили ему еду и воду. Мистер Дженкинс всегда радушно принимал Бадди в своем магазине, благодарный за присутствие пса и историю, которая свела их вместе.